Здорово! Если ты смотришь это видео, возможно, ты столкнулся с той же проблемой, что и я. Я решил обновить свое аудио, чтобы, так сказать, контент был более качественным, и во всем этом многообразии не понял, к чему прийти, что выбрать, что купить. В какой-то момент мне захотелось снять не просто обзор на звуковуху и наушники, потому что это довольно субъективная вещь. Звуковуха от компьютера будет отличаться совсем немножечко качеством звука, но все-таки будет различаться. А звуки мы вообще слышим по-разному. Ты не представляешь, визуализируем и цвета видим также по-разному. И все это довольно субъективная вещь. Поэтому мне хотелось бы тебе рассказать именно об опыте использования данных устройств в течение, можно сказать, почти что месяца. Поэтому присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Все началось с того, что я получил на обзор данный микрофон. Ссылка будет в описании и в закрепе к этому видео. И понял, что иногда может ограничивать не только знания и программы, но и само устройство. А именно, этот микрофон мне очень понравился, как передает мой голос. Мне очень понравился, и я понял, что мне нужно добить уже сет до конца. Обновить и звуковуху, и наушники, чтобы вот звук давать таким, каким хочу я. Соответственно, тут уже ограничивает железо. На каких-то игровых наушниках, даже пускай дорогих, нормальный звук для контента ты не сделаешь. А на звуковухе из материнской платы ты тоже далеко не убежишь. Честно признаюсь, я сначала смотрел в сторону Focusrite и Motu M1, если не ошибаюсь. Что Focusrite мне не нравится по дизайну и не нравится по стоимости, что и Motu мне не нравится его стоимость. Хотя дизайн очень даже ничего. Соответственно, я долго откладывал данную покупку, и тут ребята решили мне предложить сделать обзор на их звуковую карту, фирма Fine. И я согласился с учетом того, что они мне предоставят еще вот эти наушники. Так как я уже знаком с техникой Fine, я посмотрел, что у них есть звуковая карта, и, собственно, вот она у меня уже теперь на столе. Проблема вот в чем. Как сделать обзор на то, что очень тяжело передать. Если это микрофон, конечно, я могу все видео записывать на него, и вы поймете. С звуковухой намного сложнее, как и с наушниками. Тут стоит довериться. А начнем мы, конечно же, с запоздалой распаковки. Запоздалая, потому что я уже 3 недели тестю эту звуковуху и эти наушники. Вот у нас вот такая вот коробка идет, внутри звуковуха, и все. Да не, на самом деле еще USB лежит, но мое мнение, что это довольно бедная комплектация, не очень, потому что вот если вы заметите, здесь у нас 6,3 мм джеки, и эти джеки нужно к чему-то подключать, это out, то есть это выход на внешние динамики, левый и правый канал отдельно. Чтобы подключить 6,3 и тюльпаны, нужно обойти огромное количество магазинов или сделать колхоз. Такие кабеля не очень распространены, поэтому хотелось бы хотя бы что-то кроме USB. Потому что сил потратить на... Хоть и это удобно на самом деле, да, каждый канал отдельно, но смысла в этом нету. Сделайте обычные 3,5 мм. Знатоки, скажите, вот почему так? Может быть, я что-то не понимаю, что, может быть, не нужно было делать 6,3, сделали бы 3,5 и РК, и все. Ладно. Здесь у нас, в отличие от прямого конкурента, это M-Audio E-Track называется, или S-Track, короче, стоит он столько же, но у него нету вот индикации клиппинга и индикации звука. Собственно, я говорю, загорается. Я начинаю орать, если он клипует, то он загорается красным. Сзади у нас 2 выхода out, спереди у нас или сзади, тут как посмотреть, но вообще это перед. Здесь у нас XLR гибридный 6.3 или 6.2 он там, да, и XLR. Зеленая вот у нас горит кнопка, это кнопка включения 42 вольта.
Вторая кнопка — это кнопка разделения. Например, ты можешь писать стерео с микрофона в 2 канала, либо можешь ее нажать и подключить, например, гитару по 6.3 или другой микрофон по 6.3 даже. Вот, если получится. И, собственно, писать в разные каналы. В левый гитару, в правый наушники. Соответственно, вход, про который мы только что говорили. Вход для наушников, для мониторинга. Здесь 2 вариации. Ты можешь отжать вот эту кнопку, и мониторинг наушников, микрофона отключится. Нажмешь опять, мониторинг включится. Соответственно, ты можешь работать на компьютере и не слышать, что говоришь в микрофон, или просто он стоит там включенный, и типа ты его не слышишь. Когда надо работать с ним, нажал кнопочку, включился. Но я не советую вообще никакое электрооборудование оставлять включенным на долгое время. Просто-напросто уменьшает срок службы. Соответственно, крутилка мониторинга. Чем меньше, тем меньше мониторинга. Довольно удобно. И, например, я забиваюсь, когда меня слышно сильно. Мне самому себя слышать намного лучше. Задержки здесь никакой нет. Вообще нулевая задержка. Это очень приятно. Задержка прям идеальна. Ну и, собственно, кнопка мониторинга, да? Я почему-то ее упомянул сначала, хотя она в конце. Вот. Также у нас 2 крутилки. Gain и Outputs. Outputs у нас самая классная. Она, к сожалению, не индикаторная, хотя я не знаю, зачем он ее индицировать. Это, собственно, внешние динамики. Можно подключить, и будет окей. По внешнему виду мы разобрались. И по звуку, честно, ребят, звук это такая вещь, она очень относительна. Мы слышим каждый по-разному, как и видим по-разному. Звук мне нравится, звук чистый. Нареканий вообще по внешнему виду, по эргономике вообще никаких. По звуку также. Но я не скажу, что этот звук у меня отличается, как бы отличался от встроенной звуковухи. Возможно, у меня встроенная звуковуха нормальная. Вот, но все же интерфейсы очень удобные, все сделано очень хорошо, и никаких гличей, никаких там наводок, как у меня было в фафайновском микшере. К слову, у меня по гарантии теперь другой микшер, которого нет наводки. Здесь этого ничего нету. Мне это очень нравится. Стабильная работа, все окей, никаких нареканий. Такая должна быть звуковуха. Единственный минус, опять же, комплектация. По дизайну вы сами все видите, никаких перегрузок. Поставил, невзрачно смотрится, хорошо смотрится. Не привлекает к себе внимания, но и не совсем уж пустышка. Все окей. И плавные корпуса можно обклеить стикерами. Вообще бомба. Поэтому звуковуху я бы, наверное, посоветовал. Если ты еще можешь M-аудио сравнить за те же деньги, то вообще бомба. А по наушникам не все так просто. Я, к сожалению, не смогу вам передать звук, который они выдают, а они выдают отличнейший звук. Отличнейший звук. Потому что звук ровный. Прям тот звук, который нужно для создания контента. Здесь нет микрофона, здесь мало басов, но басов столько, сколько надо. Звук идеальнейший. Просто для создания контента за свои деньги это прям очень хорошо. Микшер у нас стоит 4500, и тут спорная цена. А вот наушники стоят 4000. И здесь все деньги, которые она стоит, вот каждый рубль стоит того, сколько стоят эти наушники. Если ты когда-нибудь юзал мониторные наушники, то, скорее всего, с большой долей вероятности, ты юзал Sennheiser какой-то 200, если не ошибаюсь. Вот 200 это легенда. Эти наушники должны быть такие же легендарные. Во-первых, они легкие. Они всего 230 грамм весят. Во-вторых, у них довольно, как ни странно, богатая комплектация. Здесь есть вот такой вот кабель до 3 метров растягивается. Он отличный, то, что он пружинкой. И также, вот где-то у меня валяется, есть еще второй кабель. Такой же, но только не 6,3, 6,2, а уже вот он отсюда вытаскивается.
и вставляется другой. А вот теперь я на ощупь не попаду. Не попал, ну и пофиг на самом деле. Это не игровые наушники, в которых надо бам, там резко воткнуть. Ну, правда, тоже. В игровых-то это тоже незачем. В комплекте идет вот такой вот чехол. Я, честно говоря, никогда не понимал, нахрена эти чехлы нужны, но вот у меня есть друг, который вот все в чехлах таскает, куда-то едет, вот все в чехол берет. Камеры, там вообще все, зубные щетки в каждый чехол. Соответственно, распаковка, которой не было. С распаковкой у нас интересней здесь. Господи. А как открыть? Все, отлично. Открыли. Открываем. У нас здесь инструкция и коробка аудиокабелей. Все. И второй раз вас обманул. Да, с комплектацией здесь не так все, конечно, весело, как у других производителей. Никаких там прикольных коробок, которые там распаковываешь необычно. Просто и лаконично. Все, потому что, ну, честно признаемся, вот мы начинаем клиповать, чуть-чуть потише сделаю. Честно признаемся, вот это ты просто выкинешь. И все. Я даже если бы покупал наушники такие с рук, я вообще не прошу коробки, я не знаю, что за мания вот у людей. Если что-то продаешь или покупаешь, просить эти коробки, зачем они вам нужны, чтобы у вас в гараже лежали, а не у меня? Я их просто выбрасываю. Вот. Комплектация хоть и скромная, но все, что нужно, есть. 2 3-метровых кабеля и, собственно, чехол. Опять же, по наушникам скажу. Единственное, что мне в них не нравится, это, конечно же, вот эта улыбка. Улыбка сбоку. И с этого, и с этого. Честно, не одобряю вот этот дизайн. Но вот производитель в таком дизайне все это делает. Меня не напрягает на самом деле. Вот форма очень ровная, очень простая. Вы можете наклеить себе что угодно, кастомизировать, если хотите. Оголовья очень удобные. Прям очень удобные. Здесь вот вспененный материал, такой, знаете, он с эффектом памяти и сидит очень хорошо. Ну и, естественно, все у нас регулируется. Не сильно регулируется. Если у вас экстремально здоровая голова, конечно же, вам эти наушники могут когда-нибудь маловаты быть. Но мне кажется, вот я на максимум выкрутил. У меня 54 размер головы. И я еще могу сюда вот ладошку засунуть, даже больше. Вот. Прям до костяшек. Вот, и все окей. Регулируется все это вообще удобно, очень удобно. Сидят они ненавязчиво. То есть они прижимают уши. Кто-то говорит, что потеют. У меня долгое времени во всех наушниках потеют уши, если честно. Поэтому я не вижу смысла говорить, потеют в этих наушниках уши или не потеют. Вот, поэтому амбушюры классные, тоже с эффектом памяти, они не напрягают. У меня тоже, к сожалению, или точнее к радости, большинство наушников, какие бы наушники ни были, сидят на ушах без дискомфорта. Кому-то вот даже Logitech G, они с дискомфортом. Там, я считаю, самые удобные амбушюры, которые есть. Кому-то они неудобны. Мне лично удобно. Характеристики наушников ты можешь увидеть на экране. От себя скажу, что здесь 32 Ома, и раскачать наушники вообще несложно. Можно так сказать. Но хочется, опять же, упомянуть звук. Звук настолько ровный и настолько, насколько он может быть, что эти наушники, с учетом их веса, 232 грамма, если не ошибаюсь, да, они на 100 легче, чем Sennheiser. Да, возможно, они не складываются как-то вовнутрь, да, вот. Ну и пофиг на самом деле. У всех есть рюкзаки, у всех есть какие-то сумки, да, у нас чехол есть, вот. Эти наушники офигенны и в поле. То есть, если ты где-то работаешь, если ты где-то мониторишь звук, не только, например, с звуковухи, но и с какого-то другого устройства, там, с рекордера, с камеры, да, отлично работают. Вот просто отлично. Вот работают так, как нужно. И за свои деньги, возможно, это вам покажется все-таки не маленькой суммой, но мое мнение, что
каждый рубль здесь стоит того. Вот такой вот у нас месяц FineFine получился. Я в целом очень доволен от того, что я получил. От наушников-то вообще в восторге. От звуковухи все окей. Все так, как должно быть. Я не думаю, что меня впечатлило бы по звуку какое-нибудь другого устройства. Да, я услышал там, как звезды в космосе движутся. Нет. Вот. Но от того, что как юзается данная звуковая карта, я прям доволен. Я надеюсь, тебе понравилось это видео и формат именно не просто обзора, а обзора с опытом использования этого устройства. Поэтому ты поставишь лайк, подпишешься на канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока.